Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Трудяги», где мы с вами рассматриваем различные автомобили, колесившие просторы Советского Союза. И по многочисленным просьбам показываю вам легковушки, которые многим из вас знакомы. И это, конечно, не трудяги в прямом понимании, и я думаю, более точное определение будет мечта любого советского гражданина. Кто не мечтал иметь собственный автомобиль? И за эти машины могли отдать много, не только в денежном эквиваленте, но и меняли иногда автомобили на земельные участки. И, конечно, эти машины быстро устаревали, но, тем не менее, люди все равно хотели их приобрести. И если посмотреть через призму нынешнего времени на то, что выпускалось в Советском Союзе, то, конечно, эти машины вызывают только улыбку. Но, тем не менее, эти автомобили нам близки, и другого у нас не было, поэтому это все же неотъемлемая часть нашей истории. И самый первый автомобиль, который я хочу вам показать в рамках сегодняшнего видеообзора, это ГАЗ-А. И у меня в коллекции не так много старых советских машин, и в основном это модели из различных журнальных серий. Было пару машин и Агат, и также модели ручной работы, но они, я думаю, будут не совсем уместны в рамках сегодняшней рубрики. И это вполне хороший автомобиль на свое время, лицензионная копия американского Ford. Конечно, машина быстро устарела, тем более ее эксплуатировать в Советском Союзе было не так уж и хорошо. У нее был открытый верх, и в зимних условиях, я думаю, здесь было просто невозможно ездить. Но, тем не менее, такие машины были, и я думаю, некоторые автомобили сохранились в хорошем состоянии и по сегодняшний день. Например, если поискать современные фотографии этих автомобилей, то они вполне встречаются, и также эти машины мелькают в различных музеях. Сама по себе модель тоже вполне хорошая, и это одна из моих любимых моделей, выходившая в рамках серии «Автолегенды СССР». Вполне хороший автомобильчик, который тоже займет достойное место на ваших полках. Вторая машина — это ГАЗ М1. Здесь уже видны улучшения как в аэродинамическом плане, так и у автомобиля появился жесткий верх, и машина чуть крупнее, чем ГАЗ-А, но она примерно такой же компоновки, тоже четырехдверный седан. И эта масштабная копия не самая удачная, тем более у меня куда-то подевался стеклоочиститель. И зачастую, когда делаешь видеообзор на масштабные копии, то потом обнаруживаешь нехватку каких-то деталей. Я думаю, я сделаю на втором канале видеоролик, посвященный различным доработкам масштабных копий, и покажу вам необходимые детали, которые должен иметь каждый коллекционер, у которого довольно много различных масштабных копий. И если, например, вы постоянно берете модели на какие-то мероприятия, то, я думаю, потерю не избежать, потому что эти детали иногда не очень хорошо приклеены, они выскакивают, вы их не замечаете, и потом уже обнаруживаете недосдачу через долгое время. И вот так выглядит нижняя часть. Как раз у меня вывалился глушитель, я его не приклеивал после покраски, потому что еще думал в то время делать различные доработки, но как-то забросил это дело. Ну, вот такая масштабная копия. И давайте покажу вам более современные машины, но начнем мы не с обзора москвича, который идет следом за ГАЗ М1, а покажу вам микролитражки. Это инвалидки, и у меня три модели из журнальной серии. Первый автомобиль трехколесный, его, по-моему, называли «Циклоп». Тоже вполне симпатичная модель, и это довольно удачная масштабная копия, и подобных инвалидок больше серийно никто и не выпускал. Были модели ручной работы, но их уровень проработки недалеко ушел от этого китайского изделия. И также интересный момент, то что у этого автомобильчика поворотное переднее колесо. Ну, видимо, механизм поворота реализовать на этой масштабной копии было очень легко, поэтому решили сделать такой небольшой бонус. И покажу вам вторую модель. Это уже
Четырехколесный автомобильчик, всем известная Моргуновка, и тоже вполне хорошая масштабная копия, и даже где-то в интернете я видел фотографии доработанной модели, у которых мастер сделал открывающиеся элементы, дверки, крышку капота, крышку багажника, и у модели был сложенный мягкий верх. И я также брал некоторых доноров на запчасти, но они до сих пор лежат у меня в коробочке. Просто, к сожалению, нету времени заниматься доработками этих масштабных копий. Вот такой автомобильчик. И покажу вам третью инвалидку. Последнюю, которая выходила на СМЗ. Тоже довольно забавный автомобиль. Конечно, он не блещет красивым дизайном, и в техническом плане это был очень ужасный автомобиль. Но, тем не менее, такие машины тоже редко, но встречались на дорогах в Советском Союзе. И я даже помню, у нас некоторые машины были в начале 90-х годов, но они быстро исчезли со дворов, и потом уже на их место встали различные иномарки. И покажу вам еще микролитражки марки «Запорожец». Первая машина — это ЗАЗ «Ялта». Это модель от нашего автопрома, но точно такой же «Запорожец» выходил и в рамках журнальной серии. Здесь уже более симпатичный дизайн, и многие говорят, что эту модель скопировали с итальянского Fiat 500, но я думаю, все же здесь больше своя собственная разработка. Конечно, вдохновлялись и иномарками, но тем не менее машина вполне самобытна. И вот так выглядит нижняя часть, особо здесь рассматривать нечего. И у меня в коллекции также есть похожий Запорожец от Deep Models, и там более качественная модель, сделанная из полимера, хотя тоже у нее есть некоторые недочеты. И обзоры на серию Запорожцев вы можете найти на моем канале, кто не видел эти видеоролики. И покажу вам следующий Запорожец в розовом цвете от наш автопром, и точно такой же Запорожец выходил в рамках журнальной серии, но я его не покупал в свою коллекцию. Тоже симпатичный дизайн. Эта машина чем-то напоминает немецкий НСУ, также, возможно, другие европейские автомобили, но опять же, если присмотреться, автомобильчик более-менее самобытный. И таких запорожцев у нас было довольно много в советское время, но опять же к началу 2000-х годов они все исчезли, сейчас редко встречаются на дорогах общего пользования, как какие-то раритеты, отреставрированные, например, тех людей, которые используют эти машины в повседневной жизни, у нас, во всяком случае, я ни разу не встречал. И покажу вам еще один запорожец в горчичном цвете. Тоже вполне симпатично. Это модель из польской журнальной серии. Она, кроме цвета, ничем не отличается от российского аналога. Единственное, здесь вместо таблички «Запорожец» еще добавили регистрационный номерной знак. Но качество изготовления этой модели оставляет желать лучшего. Тоже очень много облоя, некачественная покраска, неаккуратная сборка и так далее, и так далее. И здесь я вам советую окрашивать выхлопную трубу. И раскрашенный глушитель тоже улучшает восприятие от масштабной копии. На некоторых моделях я окрашивал трубу, а вот эти более поздние варианты, которые приобретал в свою коллекцию, уже оставлял в первозданном виде. И покажу вам еще Таврию. Здесь автомобиль мне чем-то напоминает ВАЗ-2108. И такие Таврии тоже у нас мелькали, но их было не так уж и много. И в основном все те автомобили, которые я видел в моей стране, были или белого, или вот такого бежевого цвета. Такое ощущение, как будто в другие цвета их и не красили. Хотя можно найти фотографии настоящих автомобилей и в синем, и в красных цветах. И покажу вам последнюю микролитражку АК. Тоже вполне хорошая масштабная копия. Она выходила как в российской, так и в польской журнальной серии. Это как раз польское издание. Машина в точно таком же цвете, но у нее установлены регистрационные номерные знаки. А на российском издании были просто таблички с наименованием автомобиля. И давайте покажу вам другие машины. Например, Ким.
Тоже вполне симпатичная масштабная копия. И если говорить о самих моделях, то похожий автомобильчик выходил в коробочках наш Автопром, и была модель от Deep Models. И все автомобили сделаны на разных пресс-формах, и у них есть немножко отличающиеся элементы. И, на мой взгляд, наиболее удачная модель по соотношению цена-качество именно в журнальной серии, хотя долгое время Deep распродавал свои экземпляры за 599 рублей. Сейчас их можно найти в продаже, но они стоят, по-моему, уже 999, а журнальную серию можно найти и за 150. Разница в цене ощутима, а качество исполнения не сильно отличается у более дорогостоящего изделия. И здесь металлическая модель, у Deep она сделана из полимера. И, например, если вы предпочитаете именно металл, то, конечно, Deep вы обойдете стороной. И покажу вам Москвич. Тоже очень симпатичный. Это машина из румынской журнальной серии. И на эту масштабную копию я поставил окрашенный салон, который снял с похожего москвича, выходившего в тестовой серии «Автомобиль на службе». Тоже брал некоторые варианты на запчасти, вам их уже показывал неоднократно. И с этих моделей я снимал улучшенные детали. Еще раз повторюсь, иногда полезно покупать журнальную серию как донора запчастей, и при помощи этих автомобильчиков можно ремонтировать более дорогие масштабные копии. Например, у меня в коллекции есть старые модели от Mini-Champs, от Solido, которые не всегда комплектные, потому что некоторые машины я покупал на вторичном рынке, некоторые на барахолке, и их приводил в порядок, и так как не было возможности найти оригинальные детали, подбирал что-то от журнальных моделей. Ну, вот такой москвич, закрытый фургон. Его, по-моему, называли Буратино. И у меня в коллекции есть еще машина в бежевом цвете, без надписи «Связь», но нету смысла ее показывать в рамках сегодняшнего видеоролика, потому что модели абсолютно идентичны. И давайте рассмотрим более современные москвичи. Например, 412 в красном цвете. Тоже известная машина, но не самая удачная масштабная копия. Во-первых, здесь все залито краской, не очень верная геометрия корпуса. И если сравнивать журнальную серию с моделями от Агат, то советский экземпляр мне нравится больше, несмотря на то, что он сделан намного грубее. Вот такой москвич. Далее вам покажу более современное изделие, Москвич 2140 SL Super Lux. И если не ошибаюсь, это был один из первых автомобилей, который начали окрашивать в цвет металлик. До этого машины в Советском Союзе красили в обычные цвета: серый, белый, желтый и так далее. Эти машины также поставлялись на экспорт. Покажу вам еще Ишкомби, тоже довольно необычный автомобиль, мечта любого дачника. И здесь довольно много места в заднем отсеке, можно перевести различную рассаду, картошку и так далее. И это тоже не самая удачная масштабная копия. Здесь неверно сделана решетка радиатора, и также не очень хорошо получилось изготовить колесные диски. Но во всяком случае они более-менее попадают в 43-й масштаб, потому что на других москвичах, которые выходили в рамках этого проекта, колеса были порой переразмерены. И, например, если посмотреть на Иш, то каблук был с огромными колесиками, и мне пришлось изготавливать новые колесные диски на эти масштабные копии. Покажу вам еще 407 москвич. Это был первый выпуск. Именно с этой масштабной копии стартовала серия Автолегенды СССР, но свою модель я покупал значительно позже и уже неоднократно говорил. Самая первая модель, с которой началась моя коллекция Автолегенды СССР,
была ГАЗ-13 «Чайка» и ГАЗ-22 «Волга». Я эти модели приобрел в одно время и уже потом начал присматриваться к этой журнальной серии и как-то втянулся и в итоге собрал около 200 масштабных копий. Ну, также собирал модели и из других журнальных серий, из европейских. Некоторые я вам демонстрирую порой на своем канале. А сейчас журнальную серию я уже давно не покупаю. И все, что вы видите на моем канале, это старые запасы. Вот такой москвич. Это, по-моему, тоже была тестовая журнальная серия, и у этой модели чуть лучше сделан хром на колесных дисках и также окрашен кончик выхлопной трубы. На той модели, которая пошла в регулярную серию, уже были некоторые упрощения. Покажу вам еще один москвич в белом цвете. У этой машины уже другое оформление решетки радиатора, а корпус точно такой же. И это вполне удачная модель. И вообще, если посмотреть на москвичи, то в журнальной серии больше удачных машин, чем неудачных. А, например, Ладе, он же Жигули, не очень повезло. И там очень много искажений и не очень верных деталей. Также есть полноприводная версия. И на этот вариант я поставил харьковские покрышки, потому что оригинальная резина, во-первых, была с не очень выразительным протектором, а во-вторых, она начала оплавлять обод колеса. И в журнальной серии зачастую покрышки портят колесные диски. И, например, если диск покрыт хромом, то это не так страшно. Хром пластификатор не разъедает, а если диск не окрашен или просто покрыт обычной краской, то, конечно, он будет испорчен. Есть универсал, и у меня два таких универсала. Одна модель из российской серии в бежевом цвете, а вторая модель из, по-моему, румынской журнальной серии. Есть мелкие визуальные отличия. На зелененьком автомобиле присутствует декоративный молдинг, нанесенный краской, и также другие регистрационные знаки. А корпуса абсолютно идентичны. Покажу вам еще один универсал. Эту модель я приобретал в коллекцию пару лет назад. И это тоже польский выпуск. В российской серии машина выходила в ярко-желтом лимонном цвете. А польский вариант был окрашен в темно-бордовый цвет. Также покажу вам иш-каблук. Это грузопассажирский вариант. И также у меня в коллекции есть модель из серии «Автомобиль на службе». Перевозка мебели. И там у масштабной копии закрытый кузов без окошек. Тоже вполне симпатичная модель, но это проблемный автомобиль в плане передачи образа настоящего прототипа. Здесь сужается кузов к задней части, а у настоящего пикапа он был прямоугольной формы. Покажу вам еще один москвич 2141, и это одна из удачных моделей из журнальной серии. У меня такой москвич также есть в темно-зеленом цвете, и тот выпуск я не так давно показывал на этом канале. Кому интересно, можете найти детальный видеообзор. И также могу вам показать иш. Таких машин у нас в стране было очень мало, и я видел подобный иш в белом цвете, а зеленых машин, по-моему, ни разу не встречал. И у меня такая модель также есть из европейской журнальной серии в очень красивом темно-бордовом цвете металлик. И на эту модель я поставил покрышки Ми-16, опять же, из-за того, чтобы оригинальная резина не оплавила вполне хорошие колесные диски. И давайте рассмотрим ГАЗ-21 «Волга». Первая машина в темно-бордовом цвете. И на эту модель, уже говорил, поставил другие колесные диски, поэтому они желтого цвета. Не стал уже их перекрашивать. А оригинальные колесики у меня уже давно в мусорном ведре, потому что их оплавили покрышки. Тоже не самая удачная модель, и у многих людей эти «Волги» рассыпались, и на многих автомобилях наблюдаются вздутия на лакокрасочном покрытии. «Волга» второго поколения от производителя «Наш Автопром». Она не сильно отличается от журнального аналога, только на журнальной модели было плоское днище, а здесь уже есть некая имитация ходовой части, выхлопной трубы и моторного отсека. И у меня две таких «Волги», вторая «Волга» у меня в бежевом цвете. Также покажу вам универсал ГАЗ-22 «Волга».
Вполне хорошая масштабная копия, на нее я поставил харьковские покрышки. И эта Волга намного лучше в плане детализации, чем вариант седан. Здесь уже присутствуют декоративные молдинги в хроме, также антенка на крыше и более правдоподобно сделана решетка радиатора. Более современная, ГАЗ-2410. И у меня такая Волга есть как в темно-сером цвете, так и в белом варианте окраски. И на эту модель я поставил другие колесики и покрышки, потому что оригинальные колеса не совсем походили на настоящие колпаки. И, конечно, это не самая удачная модель в плане покраски. Все залито и очень плохо просматривается расшивка. Еще один вариант. Универсал. Тоже вполне симпатичная модель. И такая Волга в российской серии была в темно-зеленом цвете, а в польском издании ее выкрасили в сиреневый цвет. И вторую модель я тоже как-то давно демонстрировал на канале. И на этой Волге я зачернил решетку радиатора. Других доработок особо и не делал. И покажу вам ГАЗ М20 Победа в варианте такси. Тоже вполне хорошая масштабная копия. Она сделана на той же форме, что и изделия от East Models. И, конечно, у более дорогостоящих моделей лучше детализация, окрашены салоны, стеклоочистители из фототравления. Но для себя не видел смысла покупать продукцию East, потому что особо коллекционные ценности эти модели все равно не имеют. И покажу вам классическую Победу в бежевом цвете. И это машина из польской журнальной серии. И также можно посмотреть на некоторые советские внедорожники. Они редко попадали в частные руки, но тем не менее легендарный УАЗ-469 это машина с перекрашенным тентом, и обычный гражданский вариант я переделал из военной автоинспекции, которая выходила в рамках проекта «Автомобиль на службе». Просто убрал декали и заклеил отверстие от мигалки. Также могу вам показать ГАЗ-69, тоже легендарный внедорожник. Машина в темно-зеленом цвете, и это автомобиль из румынской журнальной серии, но точно такой же внедорожник выходил и в рамках российского проекта. Покажу вам ВАЗ Нива. И у меня в коллекции нету классической Нивы из журнальной серии, как-то не удалось ее приобрести в свою коллекцию, поэтому покажу вам такой внедорожник, он тоже довольно интересный, хотя многим этот автомобиль не знаком. И можно посмотреть на москвичи. Такой москвич. Эта машина не совсем попадает в 43-й масштаб, и также у нее выцвел капот и рамка лобового стекла. Если вы посмотрите на само стеклышко, оно тоже непрозрачное, а имеет какие-то разводы, и все заляпано отпечатками китайских пальцев. И такую модель лучше взять от бренда ProModel. И подобные москвичи еще встречаются в продаже в пределах 1000 рублей, так что если вам попадется модель от ProModel, можете смело взять ее в свою коллекцию. Еще один москвич. 2150, тоже вполне симпатичная масштабная копия. И на этой модели я окрасил выхлопную трубу, также обозначил крепежные винты и поставил регистрационные номерные знаки. И покажу вам два внедорожника марки ЛуАЗ. Первый в синем цвете, тоже довольно забавный автомобильчик. И это вполне хорошие модели, и подобные внедорожники выпускали различные мастерские. Правда, их уровень проработки был намного хуже, чем у этого китайского изделия. И в журнальной серии попадались вполне удачные модели, но если посмотреть на все то, что выходило в рамках этого проекта, их будет не так уж и много. А большая часть это или автомобили, не очень хорошо передающие образ настоящего прототипа, или откровенная халтура в плане качества покраски и сборки. И покажу вам 4 последних автомобиля, которые все время стояли на моем столе. Это Москвич в черном варианте окраски. Машина точно такая же, как первый выпуск из серии Автолегенда СССР, только отличается цвет и стоят другие номерные знаки.
Больше отличий вы у этих масштабных копий не найдете. ГАЗ-12 ЗИМ. Машина от нашего автопрома, но в журнальной серии выходил точно такой же ЗИМ, только с неокрашенным салоном. Поэтому решил взять вариант от НАПа, и по цене он стоил чуть дешевле. 250 рублей против 320 на те модели, которые вы могли приобрести в киосках. И мне в комментариях зрители писали, что сейчас многую журнальную серию можно приобрести и за 100, и за 150 рублей. Конечно, эти модели встречаются и в интернет-магазинах, и на них порой завышенная цена, но зачем переплачивать за то, что можно найти, например, на вторичном рынке? Тем более, еще раз повторюсь, эти модели особой коллекционной ценности не имеют и иметь не будут. Их выпущено такое количество, что до сих пор многие модели встречаются по вполне приемлемой цене. И последняя машина – это ГАЗ-3102 «Волга». Вот такая небольшая коллекция моделей, которую я хотел вам продемонстрировать в рамках сегодняшнего видеоролика. Напишите в комментариях, какие автомобили запомнились вам. Встречаются ли такие автомобили и в современной жизни? Что вы думаете о советском автопроме в целом? Хорошие ли эти машины или некая вынужденная мера? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.